Люди, которые связаны с экстримом, очень часто приходят к переживанию Бога и к поиску внутреннему. В экстрим-спорте, если ты не в природе, если ты не в потоке, ты просто либо получишь травму, либо вообще покинешь это тело. Когда ты находишься в Боге, да, то есть или в природе, реагируешь не ты. Через тебя идет реакция, движение, и это и есть путь. То есть, и, соответственно, все получается так, как нужно. Ты делаешь то, что ты должен делать. Когда в экстриме, ты помнишь, нет ни одной мысли. Ощущение, что тебя нет, но ты есть. Оно очень яркое. Прыжок с парашютом, особенно свободное падение. Нет тебя в этот момент. Есть полет. Да, то есть и все мысли о я уходят. Есть кто-то, кто летит, то есть, Да. но это даже не кто-то, то есть он полностью находится в гармонии, то есть воздух, в котором он, это есть он, да, то есть ты, он, это и есть этот воздух. Когда человек пугается, у него остановка, то есть он понимает, то есть все, вот он ощущает себя полностью вот в этом теле, и ты понимаешь, какое счастье. Не просто какое счастье быть, вот, быть вот именно вот сейчас. Провиденческим образом мы оказались на заднем дворе знаменитого магазина духовной литературы и культурного центра «Белые облака». Да. Многие очень знают, многие бывают. Вот, и для меня, на самом деле, это неожиданным образом знакомство, потому что мы познакомились только сегодня. Хотя знаем наверняка через друзей Да, много лет. Да, мне сегодня получается пообщаться с хозяином. Мне Евгений попросил не говорить слов, а С автором. С автором, да. С автором. Через меня это пришло в этот мир. Это никакой случай. Как может быть хозяином белых облаков? Вон они летят. Сейчас, правда, их нет. Да. В общем, Евгений Маршинский. А сейчас «Белые облака» — это пространство, где происходит встреча с мастерами, происходит пространство практик. Там можно купить разные артефакты из Непала, Тибета, Африки и так далее. Всех стран мира, Марокко, наверное, да, то есть, которые помогают или которые эти народы мира используют для того, чтобы глубже погрузиться в себя и чтобы познать, и именно касается внутреннего развития. А какая для тебя главная идея этого вообще места? Белые облака — это хаб. Это хаб, в который человек приходит, из этого хаба он может попасть практически в любую традицию. Практически в любую традицию попробовать ее на вкус, попробовать, как она для него. То есть, и, соответственно, если не понравится, выйти и пойти в другую. А если он уже куда-то пошел, замечательно. Это и есть цель белых облаков. То есть раскрыть максимально все традиции, которые существуют в мире для познания себя, познания Бога, познания предназначения, познания, можно массу всяких слов таких сказать, но главное, это чтобы человек удовлетворил свой внутренний духовный поиск. И при этом речь идет не только о первом касании. В «Белых облаках» можно найти очень глубокие слои погружения в разные традиции. От первого входа в любую традицию, философия, моральные принципы жизни, до глубокого погружения. То есть, соответственно, приезжают мастера с разных стран мира, там буддийские ламы, ринпоче, даосские мастера, шаманы, да, то есть, соответственно, они рассказывают, вот он первый вход. Потом есть погружение, то есть человек, когда входит, пробует, если он то есть он идет дальше, и, соответственно, то есть можно дойти до самых глубин. Но основное, что объединяет все эти люди, они все, в общем, так или иначе говорят о внутреннем. С внутренним и через внешнее, опять-таки, конечно, приход к внутреннему. То есть музыка, она вроде звучит снаружи, но потом понимаешь, что она начинает звучать в сердце. То есть, а потом она погружается еще глубже, и непонятно, что это, где ты. То есть, и ты понимаешь, что есть другие пространства, в которых, и в которых ты тоже существуешь. Я вижу, что, на самом деле, твоя деятельность, она очень... она для того, чтобы помогать людям, в принципе, идти по своему пути. Только для этого. Только для этого. Причем почему все традиции? Потому что неизвестно, что было в прошлом. Кто-то верит в карму, в перерождение, кто-то не верит. Да? То есть, для меня не существует в этом слое понятия «верить», я это знаю. Для меня это существует. И, соответственно, это можно как доказательство привести. Идешь мимо, там, я не знаю, то есть, или в Москве, то есть, или где-нибудь в Непале, или на Бали, и вдруг в храме начинают звонить колокола. То есть ты останавливаешься, непонятно, что тебя останавливают, ты туда заходишь, и с тобой происходит переживание, трансформация, да, то есть ты понимаешь, вот сейчас оно так сработало, то есть ты 1000 раз ходил мимо этого места, или 1000 людей ходят мимо этого места, и вот оно произошло. Ты останавливаешься и понимаешь, что это что какая-то история, да, вот, либо оттуда, либо из прошлого, но в какой-то момент перестаешь об этом думать, откуда это, просто берешь и наслаждаешься, или погружаешься, углубляешь этот момент. Насколько это уместный термин предназначения в нашем сегодняшнем общении? Для тебя это... Отличный термин. Отличный термин. То есть найти себя, предназначение. Для меня эти термины, то есть миссионность, они просто связаны. То есть у меня как раз-таки
С давних пор есть убежденность в том, что когда человек делает то, что он должен делать, у него будет все, что он, как бы необходимо ему для жизни. То есть, ну, это старая философская, и только философская, да, то есть это прописано везде. Если человек, условно говоря, то есть он дворник, работает дворником, и он счастлив. Он не просто счастлив, он реализует свою природу. То есть, да, и не надо думать, что он должен стать там, не знаю, президентом или там, работать юристом. Вот ну, как бы то, что касались в самом начале разговора. У меня тоже первое образование было, как бы я учился на химико-технолога. То есть я после третьего курса, после третьего года ушел и пошел на философский факультет. То есть и, как бы, и это было счастье. Я знаю, что вот у тебя достаточно богатый опыт горный Есть с детства, такое, да? С Ты детства. рос в горной местности? Да, да, это Таджикистан, это ну, большой достаточно город, но высота была, по-моему, 1500, что ли. И Ну, ходили в горы мы раз в неделю, как минимум. Люди, которые связаны с экстримом, очень часто приходят к переживанию Бога и к поиску внутреннему. Так и есть в экстрим-спорте, если ты не в природе, если ты не в потоке, ты, ну, ты просто либо получишь травму, либо ну, вообще покинешь это тело. Вот. Поэтому, когда ты находишься в Боге, да, то есть или в природе, реагируешь не ты. То есть через тебя идет реакция, движение, и это и есть путь. То есть, и, соответственно, все получается так, как нужно. И, то есть ты не просто даже не эффективен, неправильно слово, ты делаешь то, что ты должен делать. Когда в экстриме, ты помнишь, нет ни одной мысли. Смотришь, В моменте тотально. Ты не просто в моменте, ты как бы ты тотально в моменте, но ты не вот, просто тотально в моменте. Иногда вот во фразе можно подумать, что ты стоишь. Нет. То есть, если надо, ты двигаешься. Да? То есть это движение, оно правильное, в этот момент оно прям то, которое нужно для того, чтобы там, тебе там, достичь результата. Я не говорю, что не умереть, нет. Да? То есть, именно достичь результата. То есть тот, который поставлен, да? То есть, или тот, который возник. Поэтому ощущение что тебя нет, но ты есть. Оно очень яркое. Прыжок с парашютом, особенно свободное падение. Нет тебя в этот момент. Есть полет. Да, то есть и все мысли о я уходят. Есть просто Да. кто-то, кто летит, то есть, Да. но это даже не кто-то, то есть он полностью находится в гармонии. То есть воздух, в котором он летит, это есть он, да, то есть ты и он, это и есть этот воздух. То есть это, ну это вот та... Такая уже адвайта прям. А так и есть, это и есть та самая адвайта. Когда человек Да. пугается, у него остановка, то есть он понимает, то есть все, вот он ощущает себя полностью вот в этом теле. То есть это у меня есть один мастер, у него очень хорошая есть пословица «осознан через жесткий контакт». То есть, да, это даосский мастер там, в боевые искусства, и вот он ставил нас ставил в такие ситуации, когда там ты очень долго внутри молчишь, а внешне ты двигаешься, потому что иначе будет не то, что очень больно, неправильно. То есть ты выходишь из этого сценария тренинга, так это и называлось, вот, и ты понимаешь, какое счастье. Не просто какое счастье быть. Вот, быть вот именно вот сейчас. То есть это экстрим, он пробуждает, ты понимаешь, что есть что-то внутри. Ты понимаешь, что все счастье внутри, ни от кого оно не зависит. Ты есть. Я не прыгал с парашюта, но ты так рассказал, что я словил вот такую вот прям передачу состояния состоялась. А ты, я так понимаю, что ты много висел, спал на веревках прямо... Нет, это больше мне мои друзья-альпинисты рассказывали. Да. То есть я, как сказать, я турист. То есть я носил тяжелые рюкзаки, мы ходили в длинные походы, то есть там на 24, на 28 дней, то есть без соприкосновения с внешним миром. Вот, то есть это были хорошие туристические вещи, то есть не альпинисты. А можно сказать, что вот на твой путь отчасти тебя тоже мир экстрима и гор привел, вот это все вместе привело? Нет, это не было решающим воздействием, потому что, ну, то есть вот в моей истории я лет с 10-12 думал, зачем я здесь. О, то есть это, классно. да, главный вопрос. Это было, да, то есть что это, кто это, то есть да, в моей жизни присутствовали горы уже там, в первый раз осознанно я пошел именно осознанно, то есть отец меня всегда таскал, пошел в горы в 6 лет, я как сейчас помню это. То есть пошла группа спортсменов большая, старшие убежали вперед со всеми, то есть он с ними, он тренер. А я иду вот, уже в горах, уже, то есть Троги Тяньшани были от моего дома в 2,5 километрах. Ага. Да, соответственно, то есть мы прошли эти 2,5 километра, потом мы прошли еще сколько-то километров, и я уже иду, один 6-летний человечек такой маленький, вокруг горы, и вообще все очень-очень страшно, непонятно, но прикольно. И отец ушел вперед. То есть я иду за ним, то есть вот этими маленькими шагами. И вот
Тогда, кстати, впервые, наверное, словилась эта история, когда внутренний диалог остановился. Ты просто идешь. Ты понимаешь, что твое, тот тебя куда-то простить там, то есть, ну, там, папа там. Да, то есть я, соответственно, шел за ним. Потом я, естественно, не дошел до конечной точки, потому что они до нее добежали. То есть они спортсмены, поэтому они бегали. Вот, и он меня на обратном пути подхватил, мы пошли обратно. Вот, и вот это пребывание на какой-нибудь вершине, когда ее штурманешь, то есть не альпинистский, а так вот, ну, просто, ну, как... Кто-то лазил туда на альпинистских веревках, когда приходили какие-то эти экспедиции, приезжали из других городов. Ну, а мы местные, мы лазили там так просто. У меня сейчас складывается такое впечатление, что на самом деле у тебя достаточно такой мягкий путь был, как бы, ну, прихода на путь. У тебя не было какой-то жести, околосмертного опыта, болезни тяжелой, там, у тебя Нет, аккуратненько. слава богу, как бы болезней тяжелых не было. Вот. Да, этот вопрос меня интересовал давно, то есть я очень как бы серьезно интересовался историей всегда. Вот. И в тот момент, когда мне впервые попала книжка по йоге, я открыл и я понял, что вот оно. То есть мне было 19 лет. Вот, то есть вот оно. И я не предполагал, что философию можно изучать в университете или в институте. Я думал, что это вообще какое-то занятие, то есть хобби какое-то. И я пошел искать, ну, как бы, думаю, надо бросать свой химико-технологический факультет и поступать на психологию, то есть более-менее близкую к изучению как бы, да, внутренних процессов. И я увидел в справочнике абитуриента философию. У меня об глаза просто, все, я нашел себя. То есть я, соответственно, быстренько раз и оказался в МГУ. То есть, да, то есть, и это были счастливейшие годы моей жизни. Но вот то, что я как бы говорил, что мягкий, да, то есть вот я вспоминаю, мы в горах бывали очень часто. И вот эти ощущения, когда ты штурмовал вершину, особенно, так говорю, спортивное прошлое, обогнал там человек 40, то есть которые с тобой вместе стартовали, вот, и стоишь на вершине, река течет с востока, солнце встает, буквально только встал, мы рано выходили. И ты стоишь наверху, дует ветер, то есть это высота какая-нибудь там 1000 по 2,5, по 3, и вот этого момента остановки ты просто висишь наверху. То есть и как бы летом, соответственно, такому воздействию я подвергался с 6 до 16, то есть пока ты не там, переехал в можно сказать, Россию. жил вообще? Да, нет, в горах мы жили, то есть с октября по апрель мы, ну, там, каждую неделю мы минимум каждую неделю бывали в горах. То есть тренировки состояли в том, что надо добежать до первого родника, до водопада, там, ну, там, до каких-то там таких точек. То есть это называлось спортивной тренировкой. Понятно, что почему саду всякие там саньясины, отшельники идут в горы, там какое-то время проводят, переживают какие-то свои переживания, а потом у них появляется уже потребность вот Заратустра спуститься и как бы уже чем-то делиться. Да. В принципе, горы — это какая-то, ну, собственно, мой путь тоже в горах. Там у меня произошел перелом. Это, как ты считаешь, это связано с, ну, если говорить про разряженный там воздух, горные болезни, или кто-то говорит, что в Тибете живут там какие-то очень особенные сущности там. Как ты видишь какую-то в этом связь, как это работает? Качество энергии. Качество энергии. То есть там огромный, если говорить как китайцы, там огромный ян, который проясняет ум, это пространство не забитое другими энергиями. То есть город, суета, да, то есть это много очень как бы разных людей, разных сущностей машин, я имею в виду, то есть структур, да, то есть там, новости. Лес — это тоже хорошая, более как бы среда такая располагающая, чтобы ощутить себя. Но опять-таки шумят деревья, мышки какие-то ходят, еще что-то там. То есть, а в горах тишина. Тишина и вот эта вот наполненность такой янской энергии. Да, то есть не просто янская энергия, то есть она разная, да, то есть вот в каких-нибудь джунглях она тоже ее много, она такая плотная, там она легкая, воздушная, и поэтому она прям, как сказать, она помогает, что мозг сразу чистится. Понятно, что разряженный воздух, да, он тоже хлопс, он как бы тоже воздействует. Но я даже внешняя такая. Да, то есть все становятся более молчаливыми, более плавными, потому что, ну, как бы экономится энергия, да, то есть как бы тело начинает функционировать по-другому. Там замечательно, то есть там великолепно. Слушай, скажи, а вообще для тебя, если вот к этому термину возвращаться, предназначение — это что, как ты чувствуешь? Предназначение. Реализация — это то, зачем ты пришел на эту землю. Есть некий сценарий, который заранее... Это не сценарий, это, наверное, я бы больше назвал это вектор. Вектор. Вектор, да, то есть, потому что сценарий это предполагает, ну, то есть там каждая минута, условно говоря, или каждая веха, то есть прописана.
А я предпочитаю больше вот эту как бы даосскую терминологию, да, то есть это поле, на котором, то есть ты создаешь поле, на котором созревают плоды, соответственно, вот, ты можешь идти к одному плоду, ко второму, к третьему, то есть, а как ты идешь, это уже вот твой путь, да, то есть он очень сильно зависит от того, кто рядом, то есть это условия, кто-то уходит в горы, то есть это, да, а кто-то предпочитает в городе, да, то есть или там, ну, как бы создавать это пространство, кто-то, там, я не знаю, в деревне, к примеру, да. Вот, поэтому вектор. Но чувствуешь ли ты, что ты на своем месте, что ты реализуешь свое предназначение в этом мире, что ты там, где надо быть? Вот тоже интересный вопрос, на самом деле, потому что есть, ну, я делю два предназначения. То есть, как бы, у меня есть, вернее, деление на предназначение. То есть, это мое понимание, причем очень, ну, как бы, ну, выработанное, как бы, я его для себя осознал, проявил в 20 лет. То есть, ну, то есть, когда, вот, пример ТД начал... Сейчас да, сколько тебе? мне сейчас 45. Мгм. Вот. Мне всегда было интересно, я понимал, что мне, как бы, в моей жизни будет присутствовать три сегмента. Это семейный сегмент, это сегмент внешней деятельности, да, то есть именно то, что я несу в мир, и сегмент внутренней деятельности. Вот, то есть если, например, сегмент внешней деятельности, я в этом уверен, в том, что я делаю то, что мне, ну, как, то, что я должен делать, и то, что мне хочется делать, то, что мне... Как бы, Вот этот культурный центр? да, как бы в данном случае это белые облака. Вот, да, то есть понятно, что у меня существует несколько других бизнес-проектов, которые поддерживают белые облака, потому что белые облака в какое-то первое время особенно, то есть их надо было поддерживать, потому что это не коммерческая история. Вот. То есть второй сегмент, да, соответственно, это внутреннее предназначение. То есть это моя внутренняя личная моя практика. То есть, и вот в нем я как бы достаточно регулярно как бы недоволен собой и понимаю, что я не доделываю. Вот. И оправдание в том, что надо делать внешнюю историю, то ли семейную, как бы оно лично для меня внутри не... Я не считаю, что оно там легитимно. То есть, поэтому как бы вот этот баланс между вот этими тремя для меня это вот самое важное, одна из важных историй. Потому что если ресурс влил в одну историю, с другого может, как бы, да, то есть он может вылиться. И если в любой из этих сфер я не дорабатываю, соответственно, то есть приходит не просто это не страдание, неправильно, то есть, как бы, хотя это отчасти можно так назвать, а дисбаланс, дисгармония. Ты понимаешь, что ты, опять-таки, вот если взять в купе, да, то есть я не доработал, то есть я не находился в это время в дао, да, то есть вот, ну, как бы в начальном состоянии, и я не делаю то, что я должен делать. Вот поэтому три вот этих сегмента для меня прям, ну, как бы, для меня вот это деление очень, очень значимое, очень ценное. Не знаю, есть ли у тебя в окружении такие люди, я предполагаю, что, может быть, уже и нету, но, может быть, ты сам это помнишь или когда-то был на таком месте, когда ты понимаешь, что ты точно не свою жизнь проживаешь, не на своем месте, может быть, у тебя темная ночь души, может быть, ты понимаешь, что жизнь разваливается, ты вообще не на своей работе работаешь, ты должен это делать, потому что у тебя есть груз ответственности, и ты знаешь, что, возможно, тебе вот туда, но ты туда боишься перейти, потому что там неизвестность. Вот, ты знаешь, о чем я говорю? Абсолютно. То есть Абсолютно. ты это проживал? Конечно, конечно, то есть и люди такие есть, и у меня эти периоды были, и до сих пор иногда не могут приближаться, то есть вот начинаешь их ощущать, что они приближаются. То есть это, я их называю всплывание слабости или узких мест. Это регулярно возникает. То есть там возникает условный соблазн, да, пойти туда, а не поехать туда. То есть, а ты чувствуешь, что не надо тебе ехать. Пригласили, поехали туда-то. Поехали туда. Внутри чувствуешь, не надо туда ехать. Вот внутренняя вот эта как бы интуиция говорит, не надо туда ехать. Но по ряду причин едешь туда. И когда ты вот там находишься, то есть понимаешь, ты не на своем, ты в великолепном месте, куда ты, может быть, там всегда хотел поехать. Тебя сопровождают великолепные люди, которые глубоко знают предмет, местность, которые погружают тебя в какие-то... Но возникает масса таких препятствий, как это говорят буддисты, да, которые говорят, показывают тебе, что твоя интуиция была права. И даже ради этих людей, близких друзей, родственников, не надо было тебе туда ехать. То есть прям вот надо было сказать... Умение сказать «нет» — это ничуть не меньше, чем вот то, что учили нам последние 30 лет, всему говорить «да». То есть вот у меня есть четкое понимание, что многим вещам надо также твердо говорить «нет». То есть это опять баланс. Мы стремимся быть хорошими для других там. И в этот момент, правильно я слышу, что в этот момент мы как бы часто себя теряем. Да, безусловно, безусловно. То есть, есть какой-то рецепт у тебя, твой собственный, что тебе помогает? Приоритеты. То есть приоритеты и умение посмотреть, как соотносится данное решение сейчас с твоим приоритетом. Если у меня возникает понимание, что для развития моего в данном любого действия, касается внутренней практики, там, внешних историй, мне надо принять трудные решения, то есть
И я достаточно часто замечался, потому что я начинаю от него убегать. То есть само рассосется, сейчас оно пройдет, все, да. Почему? Это не, как бы, это нежелание в глазах других выглядеть плохим. То есть Ага. это решение может быть жестким, да, как бы определенным, жестким. И ты будешь, на тебя будет кто-то обижаться. Вот. И поэтому рецепт здесь как бы простой. То То есть есть это потребность одобрения, получается. даже не одобрение, перед самого себя, что вот как бы у нас хороший, это значит, который приходит всегда позитивный, всегда гладит по голове всех, всегда всех спасает, герой, там, Да. и так далее. То есть он как бы, а иной раз как бы необходимо человеку высказать, как сказать, высказать свое мнение как минимум, Мгм. да, то есть и это мнение может быть, если это твой товарищ, то есть это мнение может помочь ему, да, то есть как бы и не надо бояться этого, как сказать, его обиды на тебя, да, то есть Слышу, да, то есть что он как бы скажет, как так, ты мой друг, и ты вот Да, мне да, говоришь да, вот да. это, или ты по отношению ко мне делаешь, хочешь сделать вот так, и вот этот момент коммуникации и прохождения этого узкого места, это вот прям и не хочется же это делать, но правильно, как я приду к своему близкому человеку и скажу, что вот там вот здесь вот у нас несовпадение, и вот этот вопрос надо как-то решать. Я же вроде там, я же герой, я же должен спасти, я должен как-то пройти это, вынести все на своих плечах. И это... Слушай, знаешь, что ты сейчас говорил, у меня ассоциативно вспомнил, собственно, Кена Уилбера, и я вспомнил про его подход. Он говорит про то, что нужно равномерно развивать тело, ум, дух и тень. И обращать внимание на этот аспект тоже, потому что ведь во многих традициях, течениях, религиозных направлениях, конфессиях тень — это как бы мы ее закрываемся и туда не смотрим. Да. Как раз. То есть на самом деле, а ты, я так понимаю, что ты как раз работаешь с этим. Вот из нашего диалога я понял, что ты Конечно. не отворачиваешься от своей тени. Я стараюсь. То есть, и вот момент, кстати, очень интересно, в какой момент это поймать. Да, то есть и не испугаться этого, войти в свою тень. Что такое тень, да? То есть не что такое тень, а как ощущение тени — это неосознанно, это наше неосознанное тело, да, то есть или подсознание, если так сказать. И это то, что может управлять нами, или то, чем мы не можем управлять. И, соответственно, есть такое очень хорошее современное выражение: приватизировать этот ресурс надо. То есть это же тоже ты, это же тоже я, да. То есть, соответственно, этот ресурс можно вытащить, с ним поработать и структурировать его так, как дух свой считает нужным, а не просто там постоянно с ним бороться, сталкиваться и страдать, потому что это всегда конфликт. Как вот прорваться, когда вот понимаешь, что страшно, бездна и жизнь, ну такая, знаешь, что ты как бы вот не понимаешь, как быть дальше, куда идти. Вот то, что тебе вот, например, то, что тебе самому помогло, если ты услышал. Я всегда шел к мастерам. То есть я просил совета у учителя раз, и разные учителя давали разные выходы из ситуации. Ну, к примеру, буддийские учителя там говорили, какую практику надо сделать, либо какую практику надо, какой ритуал надо провести. Да, то есть, и вот был у меня период один очень мощный, и как будто бы все сгустилось, то есть это было очень, хотя при достаточно неплохом опыте моего прохождения таких ситуаций, я понимал, что как-то мне совсем тяжело. Вот, конечно, я выдержу, пройду, но как-то... И вот учитель сказал, какие ритуалы надо провести, и, соответственно, в одном из монастырей Непала они были проведены, и, ну, прям 70% шло. То есть я смог вздохнуть и двинуться дальше. Потом я очень часто использую для этого прорубь. Я очень много... Прорубь? Да, я купаюсь в проруби почти каждый день, когда она есть. И это вот сейчас ее нет. И вот мы там с моими друзьями вот буквально недавно вспоминали, что уже начали скучать, как так. То есть это замечательная вещь, которая позволяет не просто прорубь, не просто моржевание, то есть это по Порфирию Корнеевичу Иванову, да, то есть с обращением, с молитвой очень хорошо действует. Ну, еще я практикую, конечно, голод. Голод, да, то есть я голодаю по средам каждый день, а потом захожу на 3-дневки, 7-дневки, иной раз на 14 дней, то есть, причем ритм жизни у меня не меняется. То есть ты также вот да, подвижен, я за машиной, за рулем? Все то же самое. Конечно, понятно, что я чуть-чуть менее активен, то есть, потому что сил там к какому-то дню становится Давно меньше. практикуешь? Я начал практиковать в 19 лет, и до 25 лет я практиковал это плотно, потом это у меня ушло по ряду причин, то есть наступили другие практики. Я встретил своего даосского учителя, который сказал, что все это, как бы, вот у нас есть школа, давай-ка вот в этом ключе двигаться, поэтому я начал есть мясо с ним. Потом
он уехал, и по его пути он как бы ушел из светского мира, так назовем, да, то есть и через какое-то время я вернулся, то есть я перестал есть мясо и возобновились голодание. То есть сейчас последние, ну, наверное, 2 года, то есть они вернулись. Каждую среду не без пропуска, всегда голод. Иногда бывает, ну не 3, сколько там, не 52 недели, да, то есть 45. Вот так. Вот, и это очень серьезная как бы штуковина, для меня она очень сильно помогает. Понятно, что в это время присутствует молитва. Сухой голод? Иногда сухой, иногда нет, то есть, ну, в зависимости от ситуации. Здесь мы вот добавим, что, ну, если мы говорим про такие практики, то нужно как бы знать, что это нужно грамотно делать. Это обязательно делать. Вход, голод, выход, это надо очень грамотно делать, мягко начинать по там, 1 дню смотреть на внутренние болезни, какие есть, если необходимо проконсультироваться с врачами. То есть это не значит, что надо оголтело туда бросаться, а уж особенно выход из голода, то есть он важнее, чем само голодание. То есть это серьезная штука. У меня есть один знакомый, очень грамотный человек, который после 40-дневного голодания, он неправильно вышел, и он так себя разбомбил, что он там несколько лет восстанавливался. Это абсолютная правда, поэтому здесь нет. Здесь надо быть внимательным, изучать себя, изучать то, кто что делал. То есть и выход из голодания должен быть как бы прям принципиально нежным. Принципиально нежным. Это иначе, как в горах, если не подготовиться, да, то есть попасть на большую высоту, то горняшка может дать такие осложнения, с которыми потом долго придется разбираться. Да, да. То есть это вот эти методы, то есть, да, это вот сейчас вот ты сказал, кстати, я просто подумал, что мне помогает. Да, действительно. То есть, больше всего мне помогает не попадать в эти ситуации, это ежедневная практика. Выдаю самый большой секрет индусо-китайских мастеров. Я всегда шучу по этому поводу. Вот, это количество повторений. То есть ежедневность практики позволяет не попасть. Тапос, да? Непреклонное намерение, в общем, это так можно. Намерение практиковать, поддерживать в какой-то момент кончается это намерение. То есть ты уже не понимаешь, что это такое, ты просто это делаешь, это становится твоей жизнью. Жизнь. То есть все, это уже как бы уже не нужно. Вот этот страж, это так в буддизме очень часто называется страж, который ты поставил, он уже не нужен. Постоянное наблюдение за самим собой. То есть как бы, прежде чем приступить к серьезным практикам, вот этот как раз китайский мой учитель, он рассказал, что происходит с людьми, которые не отработали с негативными эмоциями, с негативным интеллектом, и показал несколько примеров живых людей, которые вот начали практиковать серьезные энергетические и внутренние практики, не отработав со своим как бы, интеллектом и эмоциями. Это очень сильно впечатлило и заставило работать, как бы отсматривать свои внутренние проявления. Еще один ключ, это причем, который открыл еще один мастер. Я его спросил, говорю, слушай, ну как не хочется уходить из гор, то есть в горах вот здесь вот все понятно, вот природа, вот ты находишься внутри, приходишь в город, и все по-другому. Нет, я в городе, говорит, живу так же, как в горах. И это для меня было огромное огромное открытие. Внутренние горы. И сейчас, например, да, то есть сейчас вот это я реализую это. Слушай, мне понравилось, перед нашей записью ты мне рассказала анекдот про горы и про альпиниста. Можешь рассказать? Классный анекдот. Альпинист спускается с семитысячника, его встречают как бы его коллеги, и также те, кто оставался внизу, и приезжие журналисты встречают, и вечером начинают его спрашивать, а как тебя зовут? Понимая, что никто не называет его по имени, вот, как бы люди попали в первый раз в окружение альпинистов. Он говорит, я не знаю. Как твоя фамилия? Я не помню. Откуда ты? Я не знаю. А мама, папа есть? Я не знаю. Сколько у тебя семитысячников? 6. Это все, что у него оставалось. Это про преданность такое, да? Прям. Это про чистку сознания. То есть это когда внутри, когда вот он настолько находится в моменте, потому что и его все окружение, и там экстрим, который он испытывает, и воздух, это как бы он сосредоточен на одном. Дойти. А как бы для этого не нужно знать, помнить, кто ты. То есть нужно просто идти. Наверное, про это. То есть, это просто смешно. Мы задаем в наших беседах вопрос по поводу, просим мастеров подсказать, может быть, какие-то главные книги жизни, там, фильмы, которые отпечатки яркие и способствовали формированию какого-то внутреннего, где-то тронули душу. Я понимаю, что это мне, наверное, очень сложный вопрос для человека, который огромный книжный магазин.
Может быть, ты поделишься чем-то, то, что для тебя вот такие вот были в жизни важные вехи, прям вот сильные. И, конечно, у меня в моей библиотеке, причем бумажной, не про электронную, то есть в электронной там больше 20 тысяч книг, в бумажной 1000, и есть полка, две полки, в которой вот любая книга для меня является бомбой. То есть вот я в любой момент ее могу взять, и мне становится настолько хорошо и глубоко. То есть если взять вот, ну, как бы классическую тематику «Белых облаков», то это там Халиль Джибран «Пророк». Да, То да, да. есть это, Пророк. это книга, которая будет столько любви. То Да. есть она не дает ответы вербальные, она дает ответы внутренние. То есть сердце расцветает, и все проблемы не решаются, они растворяются. То есть если читать его сердцем. Да, То есть она да. оказывала и оказывает на меня, вот мне когда плохо, я беру «Пророка», я прочитываю его и понимаю, что вот он ты, вот он, я есть, вот я цвету, вот я То есть это такая силен, целительная для мощен. тебя вещь. Абсолютно. То есть это присутствие в Пророк. любви. Халиль Джибран. Вот. Вторая книга, ну, у меня их там две полки, соответственно, там их около 30, наверное, 40. Та книга, которую я бы взял, если мне сказали, вот берешь одну, победаешь необитаемый остров, будешь там очень долго, одна книга. «Я есть то». Я есть то. Да. Из более такой поэтической литературы это, конечно, Исикава Токубока, Сайгё, Басё, то есть это Дзенские хайку, такие, да. Они не дзенские, это, ну, как бы, и дзенские в том числе, но это все-таки поэзия, да, то есть это у дзенская, она, конечно, имеют между собой пересечения, но у дзенские каан, они короче обычно, да, то есть они не такие поэтичные могут быть, а это поэзия, то есть это то, о чем что можно смотреть, молчать, вдыхать, переживать. Вот. Еще одна книга это «Пападжи. Проснись и рычи». Да. «Проснись и рычи». Это причем вот она потом выходила в Софии по другим названиям. Я ее помню, она взорвала меня, когда это исходило в издательстве. Сейчас он называется издательство «Ганга», тогда не помню, как называлось, что они меняли ребята название. Я помню такое, да, издательство. Костя Кравчук, да, это одно из лучших издательств мира. Я вот, ну, как бы боюсь этого слова. Ребята на протяжении, Костя, в частности, спасибо тебе огромное, вот пользуюсь моментом. 30 лет издает адвайту, даосизм, буддизм, то есть такие тексты, которые никогда не были коммерческими, но в то же время всегда были глубоко и качественно сделаны. Вот. Конечно же, мой любимейший — это мастер Рамана Махарши. Я его считаю своим коренным учителем Адвайты, хотя он ушел там в 50-е годы в поисках истины. То есть у него масса книг, то есть практически любая из них это просто остановка, взрыв. Вот. Дао Дэ Цзин. Без комментариев. То есть Дао Дэ Цзин. Что тут скажешь? Да, Дао Дэ Цзин. То есть это основа основ. Есть еще великолепная книга, кончилась давно в продаже, к сожалению, не перестает. Это называется как бы «Суть Руми». То есть я не помню издательство, большая, белая, толстая. То есть это как раз-таки то, Руми обращался к сердцу и только к сердцу. Если все-таки дзенские или адвайтийские истории, это в шаг даже за сердце, то вот Пророк и Руми, это вот Сердечное, это очень, сердце. да? Да, это сердце, это купание в любви, восстановление. То есть это нечто. Ну, вот, кстати, еще одна из таких руководств по медитации — Рамдас. Рамдас. Да, то есть именно, причем не вот эта большая толстая книга, которую потом выпустила София, а ее в середине 90-х выпускал, не помню, какое издательство, на 30-40 страницах. Суть молчания, суть медитации, суть остановки сознания, суть открытия сердца Рамдас выразил так, что лучше не скажешь. Потом вышла полная версия книги, но на самом, как бы, да, то есть та книга выразила все полностью. Все перечислять не буду. Да, я осознаю, что там наверняка у тебя на полке Упанишады, йога Васичества. Ну вот я больше в этой степени, как бы в этом направлении нахожусь в движении даосском и адвайтистском, и буддистском, в частности, дзен-буддизм и дзогчан. Да? То есть поэтому вот у меня Упанишады, йога Васичества, они стоят, конечно, на этой полке, но вот если брать там какую-то градировку, то есть это из тех тем, которые я вот назвал. Да, но кроме того, я так понимаю, что у тебя опыт прямых передач, потому что ты же и мастеров привозишь, и я так думаю, что ты с Намкаем Нарбу знаком, да? Его... Ну, знаком, громко сказано, да. Конечно. Был я у него на аудиенциях не один раз, да, то есть это большое счастье было общаться с ним, слушать его наставления. Не только Намкай Норбу, то есть мой Римпаче, Шираптудин Римпаче, еще один Римпаче, имя которого я не имею права называть по ряду причин. Вот, то есть это они оказали на меня безумное воздействие. То есть в моей жизни, если так взять,
существовало 4 человека, если они их можно назвать людьми, которые подарили мне углубление моего внутреннего погружения до тех глубин, до которых, я не знаю, без них бы я никогда не дошел. То есть это один из моих китайских учителей. Опять-таки нет у меня возможности назвать его имя. У меня есть обязательства. Вот. Это Сати Sai Baba, как бы его кто ни ругал. Его можно по-разному воспринимать, смотреть. Но если посмотреть было ему в глаза, когда это была возможность, ум останавливался, ты понимал, что ты, где ты и как ты. А если какие-то у кого-то возникают как бы, к нему вопросы, это, скорее всего, это вопросы к самому себе, а не к нему. Вот. Потом это Рамиш Балсикар, которым я имел счастье, опять-таки, пока он не ушел, на протяжении последних 5 лет я приезжал к нему каждый год в Мумбаи. Вот. И это вот этот вот китайский учитель буддийский Дзогчан, имя которого я не назову. 4 человека, они подтвердили все мои ощущения и подарили мне углубление и подтверждение, очень сильно поддержали меня на моем пути. То есть внутреннее молчание, пустота. Слушай, спасибо огромное за этот книжный подарок. А с фильмами? Есть такое? Или ты книжный человек? Не, почему? Фильмы тоже, конечно, присутствуют. Я, наверное, может быть, буду банален. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Вот. Давай. Нет, абсолютно. Я думаю, что ты не догадываешься даже. Давай. Вот это «Матрица». Я не догадываюсь, я именно это и подумал. Я когда первый раз увидел «Матрицу» в 99-м году, я вышел из кинотеатра, как сейчас помню, и понял, что я пойду еще раз. Я смотрел... Вся трилогия или первая? Первая. Вторая и третья часть, ее можно, как бы один раз можно посмотреть и забыть. То есть это была бомба, конечно. Прям... Если брать такие какие-нибудь серьезные фильмы, то есть, в смысле, там, авторское кино, конечно, они есть. То есть Иисус из Назарета, там, Дзефирелли, да, то есть он очень меня в свое время потряс. То есть... в основном, конечно, все остальное это были про боевые искусства, поэтому называть я их не буду. Кстати, вот слово «потряс», это звучит, я вот почувствовал, что ты имеешь в виду, потому что те вот как раз произведения, которые потрясают внутри, вот создают вот это колебание такое, это именно то самое, этот магический пазл, где складывается. У тебя достаточно такой спокойный, мягкий путь, постепенный, как пошаговый, то есть у тебя там без какого-то... Без жести, в общем, да? Смотря что называть жестью. Я имею в виду, что вот... Потрясений было достаточно много, то есть были. Вопрос в том, что... Я тебя вот возвращала на место, как бы, моя школа, то есть даосская школа, она мне... И чем она мне была близка, и почему я ее выбрал, кроме всего прочего, то есть, она говорила следующее: если ты есть в этом мире, будь сильным, и неважно, какие потрясения, то есть она очень близка к стоической философии. Если ты есть в этом мире, будь сильным. Будь сильным. Ключик. Да, то есть и будь готов к любым, то есть к любым изменениям, просто к любым. И помни, что ты есть. Вот. И помню, что как бы один из девизов данной школы, и в том числе «Белых облаков», невозможного нет. Невозможного нет. Вообще нет. Еще один ключик. Вот. То есть это вопрос только в том, что ты считаешь нужным и какой ресурс ты готов туда вложить. Вот. И соответствует ли это твоему пути. Твоему пути, твоему предназначению. А все остальное неважно. То есть я видел разных мастеров, которые творили такое, что то, что в книжках пишут, очень многое правда. То есть они делали то, что сейчас называется, они не то, что показывали, то есть не то слово, оно просто так случалось, то, что называется сейчас ситхами. Вот. И, соответственно, это настолько подтверждало и мотивировало на то, чтобы идти дальше. То есть, поэтому то, что невозможного нет, это совершенно однозначно. Ценность найти себя. Найти себя — это безумное счастье. Счастье, которое уходит, когда ты есть сам, ты понимаешь, что ты есть, ты идешь и спокойно делаешь не то, что ты должен делать сам себя, ты просто это делаешь. И тебя в этот момент не существует. Через тебя в этот момент действует целое. И счастье, и несчастье отсутствуют. Трудно это выразить, но найти себя и реализовывать, и не быть кем-то, а быть собой, это выше этого, наверное, нет ничего.